Иван Петрович был опытным лесником. Каждую осень перед наступлением зимы он тщательно готовил лес к холодам. Иван объезжал все владения и следил, чтобы деревьям и животным не угрожала опасность. Он убирал сухостой, проверял пасеки и огородил место кормления зверей. Это помогало лесным жителям пережить долгую зиму. Бережное отношение к природе позволяло Ивану Петровичу добросовестно справляться со своей работой. Он заботился о лесном хозяйстве. Ивану предстояло собрать все ценное в лесу – ягоды, грибы и орехи. Это было необходимо, чтобы запастись едой на зиму. В этот раз, к тому же, Иван намеревался провести небольшой ремонт в лесном домике, заделать пару дырок в крыше, да подновить загон для овец. Поэтому в его тяжелой сумке помимо продуктов лежали инструменты и строительные материалы. Утро выдалось солнечным, и лесник с оптимизмом двинулся вглубь чащи для своих привычных осенних хлопот. Вдруг погода быстро испортилась. Ветер стал стучать в ветвях все сильнее, а следы по земле стирались, когда дождь стал сильнее. Иван искал знакомые ориентиры, чтобы направиться домой, но густой туман вокруг мешал сориентироваться. Иногда осенние дожди бывают обманными. Начинаются незапланированно и заканчиваются столь же стремительно. На этот раз все предвещало иное. Небо полностью покрыли тяжелые свинцовые тучи, грозившие продолжительными ливнями. Вдруг он услышал еле различимый среди свиста ветра звук. Лесник направился на звук, надеялся, что это не мерещилось ему. Иван поспешил на звук сквозь густой туман. По мере приближения раздавалось тихое жалобное поскуливание. Наконец лесник заметил силуэт, блуждающий между деревьев. Он шел по тропинке и услышал жалобный плач. Приблизившись к старому дереву, лесник заметил под его ветвями маленького щенка. Животное было совсем крошечным. Его мокрое от лужи тельце никак не могло подняться. Иван сжалился над животным. Он осторожно поднял щенка на руки, чтобы осмотреть. Малыш был изможден от холода и истощения, едва дышал. Лесник задумался. Оставить сейчас щенка здесь значило обречь на верную смерть. Как найти дорогу домой во мгле с такой ношей? Тем не менее, Иван рискнул, чтобы спасти маленькую жизнь. Как им удалось выйти из леса? Иван осторожно прижал щенка к груди, чтобы согреть. Тот слабо зажмурил глаза и задрожал сильнее. Лесник понимал, что нужно спешить. Он зашагал наугад сквозь туман, прислушиваясь к звукам леса в надежде найти хоть какую-то зацепку. Ветер гнал тучи, делая видимость то лучше, то хуже. Вдруг Ивану показалось, что где-то далеко затянули петухи. Он двинулся на звук, молясь про себя, чтобы не ошибиться. Щенок слабел на руках. Казалось, часы шли целую вечность, пока очертания домиков не стали проступать из тумана. Иван усилил шаг, направляясь к ближайшей избе. Отворив дверь, он увидел обеспокоенных односельчан. Но щенок уже пришел в себя от тепла и замахал хвостом. Лесник смог спасти его. А что же произошло дальше? Выдохнув с облегчением, Иван рассказал соседям о своих приключениях в лесу. Все радовались, что леснику удалось найти дорогу из чащи. Щенка согрели и напоили теплым молоком. Он быстро оклемался под присмотром хозяев. Но к своему спасителю малыш привязался сильнее всех. К зиме пес подрос и окреп. А когда снегопад замел все вокруг, он не расставался с Иваном, помогая ему на охоте и в хозяйстве. Прошло несколько лет. Лесник подумывал уйти на покой, но без верного друга это было невозможно. Тогда в один снежный день пес привел его к поляне в глубине леса. Там, под раскидистым дубом, Иван нашел пристанище, где они могли бы остаться навсегда. Лесник понял знак и принял решение. Как сложилась их дальнейшая судьба? Каждую весну, когда природа пробуждалась от зимнего сна, на опушку под дубом стали слетаться птицы. Они пели красивую мелодию, как будто чувствуя, что здесь царит особая благодать. С годами дуб стал еще могучее. Его ветви раскинулись над поляной, защищая от солнца и дождя. Корни глубоко ушли в землю, связывая это место с самой жизнью леса. Люди, забредавшие сюда, ощущали покой и радость. Словно добрые души Ивана и его верного пса продолжали хранить этот уголок чащи, даря прохожим отраду и утешение.
Их память жила в веках дуба и песнях птиц, согревающих души чудесами простой, но глубокой преданности. Эта трогательная история учит преданности и благодарности. Лесник Иван и его пес отдавали друг другу всю свою любовь и заботу на протяжении долгих лет, будучи верными спутниками. Спасенный щенок никогда не забывал своего спасителя и оставался верным другом всю жизнь.